Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Более того, и это я хочу подчеркнуть особо, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Присутствие регулярных войск РФ в Украине – это уже давно секрет Полишинеля. Данный факт очевиден всем, кто исключил телевидение из основных источников получения информации и формирует свой взгляд о происходящем на сведениях из интернета, показаниях очевидцев, либо на основании увиденного, услышанного, пережитого личного опыта. Тем не менее, находятся те, кто еще сомневается в российской агрессии против Украины, в спланированности и последовательности военной операции Кремля, а также верит в мифы о гражданской войне на востоке Украины, героизм так называемых ополченцев и в то, что украинские власти проводят карательные операции против населения Луганской и Донецкой областей. У самых границ России на Украине не утихает гражданский конфликт, по сути, гражданская война. В этом сюжете мы остановимся на танке Т-64, который Россия поставляла боевикам, начиная еще с весны 2014 года. Т-64БВ идеально подходил для поставленных кремлевскими кураторами боевых задач. В СССР эту модель выпускал Харьковский завод имени Малышева. Соответственно, федеральным российским и сепаратистским СМИ было проще всего заявлять, что этот танк украинский и был захвачен так называемыми ополченцами. Буквально несколько часов назад у ополченцев появилось несколько новых боевых машин, среди которых танки Т-64. Забрали их в качестве трофея. Итак, первыми танками, которые РФ предоставила сепаратистам, были Т-64БВ. 12 июня 3 танка успешно проследовали в Донецк через Снежное, Торез и Макеевку. В тот день в ДНР признали, что получили на вооружение 3 танка, умалчивая, от кого именно. 20 июня на Донбасс прибыли еще 5 танков Т-64БВ. Параллельно российские СМИ активно тиражировали новость. Ополченцы захватили танковую базу под Славянском. На самом деле захвата не было, и база осталась под полным контролем украинской армии. А появление этих танков на дорогах России в июне 2014 года вызвало массу вопросов. Транспортировка российских Т-64 для утилизации или для использования в качестве мишеней на полигон исключена, поскольку для таких целей с танков снимается все навесное оборудование. Ящик для инструментов, бортовой экран, инфракрасный прожектор, зенитные пулеметы, динамическая защита. К тому же танк транспортирует гражданская машина подрядчика. Однако на территории Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, были обнаружены российские военные тягачи с полностью укомплектованными Т-64 в сопровождении военной инспекции РФ. Одним из первых ввезенные из РФ Т-64БВ сфотографировал корреспондент Евгений Малолетко, недалеко от Дебальцево. Возле Янакиева 2 танка из той же партии попадают в объектив фотографа Дмитрия Ловецкого. В Горловке эта же пара танков снята на видео. На следующий день, 21 июня, еще 2 других Т-64БВ засняты уже в Торезе. Бросается в глаза скудная, некачественно установленная динамическая защита на бортах, прямоугольные коробки, обозначенные красными линиями. Словно кто-то старался изобразить самопал или не оказалось под рукой штатной конструкции. Стандартное размещение блоков динамической защиты на Т-64БВ выглядит совсем иначе.
Теперь сравниваем эти Т-64БВ с танками, которые перевозили военные тягачи, сопровождаемые автомобилями российской военной автоинспекции в приграничных районах на территории России 19 июня. Танки Т-64БВ на российских тягачах с трассы М4 Дон 19 июня и танки Т-64БВ под флагами сепаратистов в украинских городах на Донбассе 20 июня одни и те же. 2 со штатной динамической защитой на бортах, 3 с самопальной. На крышах башен какое-то имущество, прикрытое брезентом. Второе видео фиксирует не только сам танк, который 21 июня был в Горловке, а еще и указывает на местоположение колонны в момент съемки. К вышеперечисленным фактам прилагаются фото от пользователей социальной сети, которые засняли танки на все той же трассе М4 Дон. Фото выложили в интернет 19-20 июня. К тому же доказательства по этим танкам указывают на места съемки. На этом фото видна цифра 7 на крышке прожектора, справа возле пушки. С июня по настоящий момент ничего не изменилось. Колонны тягачей с танками Т-64 как шли с территории России на Донбасс, так и продолжают идти. Июль. Трасса М4, Октябрьский район Ростовской области. Июль. Трасса М4, Красносулинский район Ростовской области. Июль. На видео та же трасса М4. Июль уже в Украине. И такой гуманитарной помощи с каждым днем будет все больше и больше. И остановится она только во Львове. Пара августовских видео. Уже в ноябре возле населенного пункта Самбек, Ростовская область. В Каменск-Шахтинске Ростовской области. В декабре месяце возле Самбека. 13 декабря на трассе Ростов-Таганрог. Под реформирование армии были собраны резервы следующего плана. 150 единиц боевой техники, из них, правда, около 30 танков, все остальное БМП и БТР. 1200 человек личного состава, вот это вот сейчас не находится, которые проходили обучение в течение 4 месяцев на территории Российской Федерации. Они были сюда пущены в самый ответственный момент. Стоит заметить, что летом военнослужащие российских автомобильных войск особо не скрывали, что подвозят танки к границе. В социальных сетях достаточно фотографий, на которых водители тралов позируют на фоне Т-64. После танки выгружали, и дальше они шли своим ходом в Украину. В отношении некоторых танков военторга, например, как этого «Казака» с надписью то ли ЛНР, то ли ДНР на лбу корпуса, складывается впечатление, что с ними позировала полармии Российской Федерации. А это Т-64БВ за Донбасс, расписанное одним художником, вначале на российском военном трале, а потом уже у сепаратистов на Донбассе. Есть доказательства, что танки поставлялись из Красноярского края. Возле поселка городского типа Козулька находится 2544-я центральная база резерва танков, военная часть 54-630. Здесь хранится огромное количество разнообразной бронетехники. Масштабы можно оценить по этому фото со спутника. На эту базу в свое время свезли сотни, если не тысячи неиспользуемых Т-64 различных модификаций и степени износа. Ближе ПГТ «Козулька» Красноярского края исправных Т-64 в России не нашлось.
Налогоплательщикам РФ наверняка будет интересно узнать, что старые 40-тонные Т-64, находящиеся за 4000 километров от Украины, доставлялись далеко не дешевым способом по железной дороге, а транспортными самолетами. К аэропорту Красноярска-Емельяново, который находится в 80 километрах от базы хранения танков, Т-64 транспортировали военные тягачи на тралах. Далее вступали в дело транспортные самолеты. Руслан Ан-124 может взять на борт сразу 3 танка, или же Ил-76 – 1 танк. Осенью 2014 года в интернет было выложено видео, на котором запечатлен процесс погрузки танка Т-64БВ на борт самолета Ан-124 31 мая того же года в аэропорту Емельяново. То, что отправка танков из Красноярска 31 мая была не единственной, подтверждает июльское фото, сделанное пользователем социальной сети ВКонтакте. На нем Т-64БВ грузят уже в Ил-76. Аэропорт все тот же, Емельяново. Из Красноярска танки доставлялись в Таганрог. Расстояние всего лишь 3740 километров. Это указано в названии видео погрузки танка 31 мая, и это же подтверждается снимками жителей Таганрога, где летом Т-64 буквально заполонили улицы города. Местоположение съемки подтверждено с помощью ресурса Google Maps. Видео начала июня. По Таганрогу перевозят Т-64А, еще одна модификация Т-64. Место съемки – улица Сызранова. На этом видео также танки Т-64А. Их везут вместе с боевыми машинами десанта БМД-2, у которых характерно закрашены номера и тактические знаки. Съемка сделана на перекрестке улиц Ломоносова и Богдана Хмельницкого. На этом фото тягач транспортирует Т-64 по улице Мичурина в начале июля 2014 года. Под фото красноречивый комментарий жителя Таганрога. Входит в привычку. Осенью, после подписания так называемых «мирных Минских соглашений», Т-64 начали возить и по железной дороге. В сети появились Т-64 со следами железнодорожных перевозок. На борту указан индекс негабаритности, на катках метки от установки специальных крепежных шпор, чего не наблюдалось летом. Несмотря на большое количество Т-64, завезенных сепаратистам на Донбасс, этого оказалось мало для победы над украинской армией. При мощной поддержке волонтеров и добровольческих батальонов план Кремля по созданию сухопутного коридора в Крым провалился. К тому же танки Т-64 долгое время не эксплуатировались. Многим боевым машинам требовался ремонт разной степени сложности. А поскольку интенсивность боевых действий значительно возросла, из России полным ходом пошел поток так называемых гуманитарных конвоев, осматривать груз которых украинским пограничникам не позволяли. А позже РФ и вовсе не стала церемониться с конспирацией поставок танков в Украину и со середины августа начала отправлять боевикам российские Т-72. То, что происходит на юго-востоке Украины, это действительно карательная операция, но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот. Надеюсь, что нам удастся в ходе диалога, а мы готовы выступать здесь как посредники, выйти все-таки на прямой именно политический диалог и этими способами и этими политическими инструментами урегулировать ситуацию.